Что чувствует к тебе мужчина, о котором думаешь постоянно? Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро на мужчину, на любовь, на отношения. Это больше расклад подойдет для женщин, в котором мы посмотрим мысли, чувства, ну и все, что вытекает из той ситуации, которая сформирована или происходит между вами на здесь и сейчас. Настраивайтесь на себя, на своего мужчину, на свои отношения, на свою ситуацию в отношениях, на свой отрезок времени. И мы попробуем из потока. Я не буду, у меня никаких заготовленных нету каких-то вопросов четких, да, вот в контексте мысли, чувства, действия, планы, да, ну, посмотрим, что будет вытекать и куда нас заведет расклад. Давайте посмотрим, что происходит между вами. Ну, смотрите, как минимум, вы хорошие друзья в отношениях, то есть вы мало того, что хорошие друзья, вы еще и что-то даете друг другу, да, то есть здесь, ну, такой паш ягод, да, ну, это больше как какой-то полезные эти отношения, они полезны вам. Ну, смотрите, здесь нужно понимать, кто этот мальчик, да, или кто этот человек, а кто ворон. Кто дает, кто берет. Ну, если вы даете, ну, тогда ваш мужчина ворон, да, а если вы берете, тогда вы ворона, а он, ну, мальчик, да, условно говоря. Ну, мальчик обычно говорит о мезальянсе. Если вы там постарше его, тогда да. Но, тем не менее, эти отношения полезны и удобны. Как минимум одному из партнеров удобно брать в этих отношениях, а другому пока что еще, ну, как минимум, ну, ранее точно было удобно давать, да, что-то отдавать, я имею в виду, в плане, ну, ресурс какого-то, да. Это может быть что угодно, да. Что угодно. Может быть, кто-то кем-то здесь пользовался ранее в этих отношениях. Но мы посмотрим, как будет дальше развиваться события. Как минимум, эти отношения ранее обнадеживали и, ну, обещали что-то. Что-то обещали. Потому что пажи, они всегда нам что-то обещают, но не факт, что они то, что обещают, не факт, что они что-то выполняют. Да? Давайте еще посмотрим, что происходит, происходило. Что за ситуация у вас? Пустая карта. Ну, происходило в этой ситуации всякое разное, да, то есть можно сказать, что ранее эти отношения, ну, как минимум, были и удобные, и давали какие-то обещания, и приносили пользу, а потом появилась какая-то, ну, как бы провал, и, может быть, давайте так скажем, непредсказуемые события, да, то есть в этих отношениях появился некий хаос. Пропало управление. То есть вот если кто-то давал, да, это яблоко вороне, да, условно говоря, то и ворона при этом была заинтересована, да, то сейчас давай это яблоко, не давай это яблоко, то ворона как-то, может быть, ведет себя или неадекватно, или каркает, или кружит, но не садится, да, то есть, ну, может быть, партнер пропал куда-то, может быть, просто разорвалась связь, и не пойми почему, или партнер стал неуправляемый, да, ты его яблочком подманиваешь, орешком там, и еще чем-то своим, да, а он, ну, как бы не приближается, окей. Далее сюда эту карту положим пока что. Здесь королева сосудов, и может быть эти отношения для женщины сперва казались некой, ну, может быть, азартной игрой, может быть, просто игрой, но женщина здесь могла быть заинтересована сексуальным каким-то влечением, и мужчина то же самое, потому что, ну, королева тут сосудов или чаш, да, это как будто бы идет намек в этой колоде на азартные игры, но больше, знаете, как это не азартная игра, а как минимум вы были вовлечены
вы были вовлечены в эти отношения очень сильным сексуальным влечением. Ну и для женщины это сексуальное влечение имело большую роль, может быть, даже чем для мужчины. Все-таки здесь королева выпадает, а не король с этим контекстом, да. Но, может быть, женщина была сильно заинтересована в этом мужчине с сексуальной точки зрения, да, он ее там покорил, обольстил и так далее. Но в конечном итоге это еще карта неудовлетворенности. Женщина не получала в этих отношениях того, на что рассчитывала. Может быть материальная, может быть энергетическая, может быть сексуальная. То есть здесь есть неудовлетворенность женская, она в центре. И в принципе осью и центром этого расклада является неудовлетворенная и сексуальная, и желание вообще женское. Да? То есть как минимум женщина может быть где-то планировала что-то выиграть, но, знаете, как игра, может быть, пошла не по ее правилам. И те ставки, которые она делала на своего партнера, они, может быть, сыграли на каком-то этапе, да, то есть она поставила на красное, допустим, да, женщина. Сперва это сработало, а потом она опять на красное поставила, надо ставить там на зеро, на цифру, на черное и так далее. Да. Давайте еще посмотрим. Здесь какая-то прям, как бы центром есть не очень такая веселая карта. Но смотрим дальше. Карты немножко откровенные, поэтому я их далековато ложу, чтобы не ругался никто. Ну, я имею в виду из YouTube, да, автоматически не ругал меня. Хорошо. Смотрите, сейчас выпадает карта на ближайшее будущее, да, и события, которые вот-вот развиваются и сейчас, и в ближайшем будущем. Как минимум вам, вот эти отношения, они, может быть, напрягают вас, вашего партнера. Вы как бы устали. И, может быть, у вас даже какая-то сонливость есть в отношениях. Вам хочется отдохнуть друг от друга. И где-то эти отношения съедает быт. Например, да, в браке эти отношения просто уже как бы, долгое время, где один другого не удовлетворяет, и вы просто друг другу надоели, да, то есть вам лень развивать эти отношения, то есть есть усталость, лень, нет сил, или неохота, или просто надоело, да, вот так. Ну и здесь, смотрите, здесь двойка, и здесь есть жрица. То есть есть такое ощущение, что женская сила, некая женская сила по этой карте, она хочет покорить или подчинить этого мужчину, а мужчина, может быть, даже пока что подчиняется. Вот. И здесь вот хозяйка, жрица есть хозяйка террора, да, в этой колоде. Это колода Босха, кстати. А Босх, он такой был парень, слегка того, да, или этого, с таким своим приколом. То есть такое ощущение, что, допустим, или вы пытаетесь взять под контроль этого человека, или вам уже вообще все равно, или какая-то другая женщина берет его под контроль. Потому что здесь, знаете, королева сосудов, здесь, может, кто-то мужчину соблазняет, и может быть такое, что вот в вашей ситуации у вас было все хорошо, а потом резко мужчина потерял к вам интерес. Именно вот интерес. И ему стало либо все равно, либо там какой-то вялый, может быть, перестал на вас реагировать соответствующим образом. Понимаете, о чем я говорю, да. И, может быть, его кто-то просто терроризирует. Вот. Если это вы если это не вы, да, то тогда это какая-то женщина, которой вы просто, может быть, или не знаете вообще, жрица, да, или подозреваете только, да, что у него там любовница, у него там еще какая-то просто женщина на стороне, и вот, а энергия куда уходит? А вот он вялый приходит, да, или вообще потерял к вам интерес, да? Вот такая ситуация. Давайте еще посмотрим, как духи смотрят на эту ситуацию. Сейчас немножко вот так свечульку поставлю. Что духи скажут? Здесь есть королева птиц. Ой. Знаете, духи полны пессимизма и намекают на то, что ваши отношения
имеют привкус или запах разрыва. Но вы пока об этом не знаете и надеетесь, может быть, на что-то более позитивное в этих отношениях. Ну вот так, пока что духов мы оставим в покое. Здесь ходящая голова с совой, да, а это королева птицы или королева воздуха. Королева воздуха — это она что? Женщина, которая может остаться без мужчины, без партнера, да, или без отношений, или вообще охлаждение отношений. Поэтому здесь налицо охлаждение отношений, особенно в быту, ну если у вас брак, уже там какая-то семья, или там, где отношения были вроде бы как классные, сперва ставки ваши играли, вы были удобны друг другу, именно удобны и полезны друг другу, а потом вот как будто бы, как пошептала, да? То есть сколько кубик не кидай, вам не выпадает масть, да, не идет масть, и с партнером или просто нету встречи, или он потерял интерес, или он забанил, да, вот такое вот, то есть вы не можете с ним наладить нормальную связь. Почему? Потому что вот эта вот карта, она как бы закрывает полностью все, да, а здесь полное остывание, да, то есть вот. Либо вы, пребывая в этих отношениях, думаете, стоит ли вам вкладываться в эти отношения или не стоит. Давайте посмотрим теперь, кто вы, вот исходя из этой карты, я все расклады делаю связанные, да, то есть у меня нету просто вот взял карту, достал, да. Кто вы для этого партнера? Кто вы для этого партнера? Ну, кто вы для мужчины? Кем вы являетесь? Ну, для него сейчас. Или кем он видит вас сейчас в отношениях? Так. Значит, я вам скажу так. Мужчина считает себя лидером. Здесь король ягод, а это король, ну, как бы земли, по сути. С одной стороны. С другой стороны, он видит вас своей тенью. То есть он видит, что вы его преследуете. Видите, рядышком тень, я не буду сильно показывать карты, да, они такие интересные, откровенные. Поэтому смотрите, он считает себя лидером, он считает и видит вас ведомой, ну, он так считает. И он считает, что вы верите ему в то, что он говорит. Смотрите, кем он вас видит. Он видит вас доверяющей ему, ведомой и играющей вторую роль. Вторую роль. И он рассчитывает где-то, может быть, и обещает вам то, что он вам обещает. Почему он это обещает? Потому что он рассчитывает на ресурсы, на то, что у вас есть. То есть то, что вы ему давали, оно ему также и нужно. Да, то есть, но свое лидерство он отпускать в этой ситуации не хочет, не готов. И, ну как бы он хочет распоряжаться ресурсом и управлять этим. Вы можете эти ресурсы контролировать, а как ими распределяться, ну как они будут распределяться между вами, знает именно мужчина. Поэтому он вас видит своей тенью, которая верит в то, что он говорит, и он считает себя лидером. Окей. То есть он считает, что вы должны ему подчиняться, и подчиняемый ему он видит вас. Причины хаоса и пустоты. Ого. Здесь прям рыцарь, и здесь рыцарь Грааля. Это очень плохая карта. И она здесь по этой колоде, это по сути это луна. И кто-то, вот почему так происходит по луне, да, здесь вот заложен в этот аркан обман, жертва, неудача, бесчестие, опасность. Поэтому то, что между вами произошел пробой, это связано с тем, что кто-то как минимум нечестен обманывает и где-то, может быть, потерял честь, потерял контроль над честностью, над честью и чего-то боится. Чего-то боится и не хочет открывать какой-то информации. Вот, друзья, не хочет открывать информации. Кто-то что-то сделал очень плохое, может быть, даже и пришлось чем-то пожертвовать, да, ради этого, но
он не хочет, чтобы это открылось. Скорее всего, мужчина что-то скрывает, и он не хотел бы, чтобы кто-то об этом знал. Но я вам так скажу. Есть некий свидетель. То есть кто-то знает об этом. Вы, может быть, не знаете пока, а кто-то еще знает. И он бы тоже не хотел, чтобы этот человек, который знает, рассказывал об этом. Понимаете? Почему? Потому что ему придется пожертвовать ягодами, да, или тем, что он у вас берет. Смотрите, мы сейчас расшифруем с вами вот эту женщину. Что это за женщина, просто и вы узнаете. Это больше вы или это больше соперница, например, да, или какая-то третья особа. Давайте посмотрим. Здесь выпадает фокусник, но это маг. Прежде всего, мужчина играет первую роль. Как будто мужчина заинтересован в том, чтобы никто ничего не знал. И что это за женщина? Ну, может быть, она маг, да, а может быть, просто она как будто бы действительно жрица, и маг выпадает, да, и здесь королева сосудов, как будто бы она его контролирует. Что за женщина? Женщина, склонная к магии. Фокусник, маг. И знаете, тут еще и мужчина такой, он как бы сам себя считать может каким-то таким, знаете, умеющим рассказать, что-то пообещать, умеющим, знаете, как, ну, наобещать все-таки, да, вот. При этом, знаете, идет такой поток, как будто бы он заговаривает какие-то проблемы. Или вы начинаете затрагивать какую-то тему, и он начинает заговаривать и манипулировать, и переводить с темы, скакать с этой темы болезненной на другую тему. То есть он уходит от серьезного разговора. Поэтому что это за женщина? Это женщина, которая может его контролировать действительно своей энергией, в том числе сексуальной энергией. Поэтому смотрите, если это вы, то тогда вы склонны к какой-то магии, потому что тут луна, а здесь королева чаша, здесь фокусник, а здесь еще и жрица. Здесь вот такое вот, как бы, знаете, переплетение таких, ну, темных моментов, да, немножко. Ну, не немножко, а достаточно сильно, да. И тут даже есть грех лени, да, ленивая, но это же от отсутствия энергии, да, поэтому эта женщина, она скорее всего все-таки связана каким-то образом со жрицей, с магией, и каким-то образом имеет контроль над мужчиной, но при этом мужчина считает, что он полностью управляет ситуацией. Здесь, смотрите, здесь может быть очень хитрый такой пасьянс, где вы считаете, что управляете ситуацией, мужчина считает, что управляет вами, а всем этим управляет женщина, которая еще в конечном итоге не удовлетворена тем, как она управляет. Но при этом, при всем, и вы еще будете не удовлетворены, как происходит вообще все вокруг вас, потому что здесь карта хаоса. Окей? Хорошо. Давайте смотреть дальше. Почему вот этот грех лени, да, почему произошел вот этот пробой, да, энергетический, почему стало все равно неинтересно, лень, облом, не хочется, ну и вообще, да, руки не поднимаются, ноги не поднимаются, да, в этих отношениях. Ну, я вам так скажу, здесь, скорее всего, мужчина сливает всю энергию в другом месте. Здесь рыцарь-птица, это рыцарь воздуха, в принципе. То есть это двойственность. И смотрите, почему это у него на голове вот эта вот штучка, она вам ничего не напоминает? Ну вот напишите, что напоминает вам вот это вот. Ну понятно, что это на двух, да, он, на двоих. Поэтому он просто сливает эту всю свою энергию мужскую на другую женщину. И все. То есть он как близнец. И там он получает больше волнения, движения, да, приключений каких-то. А здесь скучно, надоело, да. Каким образом его контролируют? Давайте проверим. Выпадет ли элемент магии здесь, потому что здесь есть луна, фокусник и жрица, да, тут очень жестко.
Каким образом контролирует этого мужчину, кроме сексуальной энергии? О, смотрите. Я вам еще так скажу. Здесь королева ягод, и здесь клубничка. Если здесь есть яблочко, то здесь клубничка. Смотрите. Здесь секс играет главную роль. И если это вы, то вы недополучаете. А если это она не удовлетворена, она хочет больше. Поэтому он и вынужден давать больше клубники, да, то есть она просто высасывает с него энергию. Мало того, что она высасывает энергию, здесь она может претендовать на материнство по этой карте, и она может претендовать на деньги. То есть этого человека просто могут держать вот именно как потенциально, ну, переманивать полностью под свой контроль, да, на свою сторону, в свою семью и так далее. Ну, вот такая вот тут ситуация. Хорошо, давайте теперь смотреть, как духи видят еще дальше, да. Давайте посмотрим, какие тенденции в этом всем, то есть куда это все идет. Ой, рискует ваш принц встать на лыжи, да, или встать на коньки. Ну, по сути, это неразборчивость и слишком много вариантов. То есть здесь непредсказуемый пока выход, но он будет балансировать между удовольствиями и искать, где он больше получает удовольствия и радости. То есть, если он увидит в жрице, в сопернице, да, в вашей, больше чего-то лучшего, то он может встать на лыжи и отъехать туда, да, то есть и уехал, да. Ну, может уйти, к сожалению, потому что королева птиц, понимаете, да. Окей, давайте теперь посмотрим, что он думает о вас в эту минуту сейчас. Ну и еще могу сказать, что этот человек может находиться под мороком, но он этого не ощущает, он в это не верит, и он об этом может и не знает, да. Ой, здесь, смотрите, дьявол. Он думает, что это вы во всем виноваты. Он вас обвиняет. И, знаете, он постоянно вожделен чем-то. Да, у него какое-то вожделение есть. Здесь в этой карте вот 15 это искушение. И здесь именно желание, секс, страсть и жадность. То есть он жаден для секса, жаден до секса. Но вам этого он не будет столько давать. Понимаете, в чем, ну как говорится, в чем проблема, да, то есть именно вот здесь вот она ось играет сексуальность, да, центральная, потом эта сексуальность под контролем, и вот она, дьявол тоже, ну не буду показывать, да, карту, чтобы не банил меня ютубчик, то есть тут именно соблазн, но соблазн у него идет туда, а к вам он теряет вот этот интерес, поэтому он вас хочет, но не хочет, раздражается и агрессирует по отношению к вам. Почему? Потому что там, скорее всего, есть другой уровень соблазна. И я вам так скажу так, что если это какая-то магия, то это, скорее всего, окорм, опой и сексуальная привязка. Да? Хорошо, давайте посмотрим его чувства как раз. Здесь выпадает солнце и ребенок Христа. Я считаю, что даже здесь рождение, дети, такое, да, новое начинание, но он чувствует, что вы наивные, что вы ему верите. Вы ему можете не доверять, но он чувствует, что он способен вас переубедить, да, вот рассказать что-то такое, да. То есть вы сперва не верите, и потом он как ребенка вас вот чем-то подкупает в конечном итоге. И переводя вот этот вот разговор или ситуацию в какое-то другое русло, умело, знаете, вас как-то отвлекает. На белое говорит черное, на черное белое, потом говорит, вот смотри, тут вот какая-то там новость или еще что-то, и переводит. И вы опять вот как будто бы ни с чем остаетесь. То есть, по сути, он чувствует, что вы как ребенок, и вами можно пользоваться. То есть, он вас чем-то слепит, по сути, да, какой-то информацией, да, своей. И вы как вот ребенок забыл, да, вот у ребенка внимание, оно быстро переключается, да, и он сейчас на одной игрушке держит внимание, через 2 минуты на другой игрушке внимание, так и он вам сбрасывает, да, вы начинаете, пытаетесь его выводить на чистую воду разговором, он раз быстро перешел, и все, и уже вы забыли. Ну, так тоже можно, почему? Потому что он фокусник.
И он может говорить и держать ваше внимание каким-то образом. Есть в нем что-то вот такое, давайте я так скажу, адские, ну какое-то адское у него такое дьявольское умение, да, которым он искусно пользуется, да, он как бы как оседлал это умение, да, как будто бы у него это умение как наперстки, да, уже он просто ас в этих наперстках. Ну и здесь вот получается как собачка, да, она сидит и, ну, по сути, как бы он управляет, да, этой собачкой и процессом вообще, да, то есть как бы, то есть он имеет контроль, да, энергии. Поэтому он чувствует к вам, как будто бы вы ребенок и ничего не понимаете, вот и все. Хорошо. Давайте посмотрим его планы сейчас и на ближайшее будущее. Планы сейчас и на ближайшее будущее. Планы сейчас. Он будет доминировать, он будет настаивать на своем, он будет вам промывать мозги, да, видите, здесь так интересно. И он будет говорить, ну потерпи, нужно вот эту ситуацию как-то с ней справиться, как-то ее прожить, да, мы эту трудность преодолеем, да, то есть он вам будет много обещать. И он вас будет, знаете, как ребенка немножко, да, так отвлекать ваше внимание и усыплять ваше внимание на самом деле, да. И вы будете, веря ему в эту информацию, как будто бы вот, знаете, здесь, да. Причем, я вам так скажу, что ваша соперница, она может быть в курсе еще этого всего. То есть он может каким-то образом даже делиться этой информацией. Да я ей там сказал, она поверила опять, да, вот так. Окей, тут жесть. Тут жесть сегодня жестокая. Ну, это босх, друзья. Но он такой. Здесь что-то вам надо услышать. Если у вас не так, ну, и вы до сих пор слушаете, значит, что-то вам надо услышать здесь. Хорошо. На ближайшее время тогда планы как они будут меняться. Он от вас может убежать. Мало того, что он может убежать, он еще и может что-то взять тайно себе, то есть может что-то украсть. Поэтому смотрите, если у вас очень сильно страдает энергия, плохой сон или сонливость, и если мучают какие-то страхи, особенно страхи, ну тут оно вот страхи, и то это может быть даже еще и крадник у вас может быть и от него, и от соперницы. Потому что тут, знаете, тут сошлось на, условно говоря, две ведьмы и один маг, да, вот в этой ситуации. То есть как банка с пауками или террариум единомышленников, да, вот так я иногда называю такие расклады, такие ситуации. Поэтому он может просто убежать. Смотрите, здесь прямо так вот кража, побег и тайна какая-то, сокрытие чего-то. То есть он тайно убежит от вас, уйдет и все. И сделает это тайно. Вот они лыжи, вот они коньки, да, то есть встал на лыжи, на коньки, да. Окей. Хорошо, давайте смотреть теперь, какие у него планы на нее. Ну, вот соперница, смотрим. А здесь принц монет. И смотрите, такая ситуация, что он будет как бы обеспечивать, может обеспечивать. Мало того, там может быть появиться еще и ребенок, обеспечивать ее, детей и так далее. И будет оказывать ей помощь. То есть, смотрите, может так вот случиться, что просто он сбежит, причем прихватит с собой там все ценное, что может взять, да, может быть там, если у вас бизнес, то ну, тут кража есть кража, да, каким-то образом документы, или там недвижимость, или там опыт, потому что вот у меня миллионы раскладов, где там любовник ушел к любовнице, или муж ушел к любовнице, да, или любовник ушел к жене, забрав что-то. А что это такое? Да, все забрал, да, там и бизнес, и там движимое, недвижимое, и опыт, и патенты, и лицензии, и разрешения, и документы, и паспорт, и все. То есть, оставив вообще ни с чем. Вот как ребенка, да, вот так вот, ну, приблизительно плюс-минус, да, с голой попкой один памперс, да, условно говоря. Ну и тут голая попа тоже. Поэтому, да, вот самое ценное он может утащить здесь, к сожалению. Имейте в виду, эти отношения здесь, в этом раскладе, они очень жесткие, очень манипулятивные, и должна вскрыться какая-то банка с пауками. Ну, давайте посмотрим у духов, какая банка с пауками может открыться. Ну, тут вас пока духи предупреждают о гневе, то есть, скорее всего, между вами вспыхнет какой-то грех гнева, и
скорее всего, он разозлится, когда что-то пойдет не по его сценарию. Он будет конфликтовать с вами, когда ощутит, что будет не способен что-то сделать, то, что он запланировал. Ну, грех гнева. Да, тут прям так. Гнев, ярость, неспособность, некомпетентность и конфликт. Все. Поэтому вас ждет какая-то серьезная стычка с этим партнером. Да. Очень серьезная стычка. Давайте спросим высшие силы. Стоит ли вам здесь за это все бороться, цепляться? Ну, вообще, стоит ли оставаться в этих отношениях? Уйти или остаться, смотрим. Здесь короли Востока или император. Вам, как бы, знаете что? Вам пока резких движений делать не нужно. Но что вам нужно сделать, это сохранить всю вашу власть и постараться сохранить контроль над материальным. Чтобы, если он вдруг задумает побег или встанет на лыжи, на коньки, да, на коньки пусть будет, но тогда вы останетесь с минимальными потерями. То есть вам нужно позаботиться о материальном благополучии, если вдруг этот партнер вас банально кинет. Просто тут это может быть так. Что здесь очень высокий риск такого. По этому раскладу я говорю. Это раз. Давайте посмотрим. Можете ли вы быть здесь счастливы? Не, нифига, здесь королева мечей, прямо вот она, королева птиц, да, тут королева мечей, это тут королева птиц, она вообще, это даже не королева, ну, оно тут, это оракул, да, это не карты, да, Таро. Нет, здесь, я вам так скажу, здесь какое-то коварство, и тут хитрость, способная женщина и поражение врагов. Тут или вы врагов, или вас враги. Здесь или вы выживете, или вас выживут. Давайте посмотрим совет высших сил. Просто совет высших сил. Ну, смотрите, нужно действовать по справедливости, быть смиренным и где-то собирать благословение через труд. Но вот это вот старец или король сосудов, король чаш. Вам надо беречь душу, беречь себя, не показывать эмоций и быть аккуратными с теми энергиями, которые вас окружают. Вот. Король сосудов. Что духи могут сказать еще? Просто совет от духов. Ой-ой-ой. Здесь, смотрите, паж коньков, и здесь разочарование, неудачная попытка при борьбе. Поэтому, смотрите, вовлекаясь в борьбу здесь, подстрахуйте себя чем-то. Тут нужно, знаете, как этот человек тонет во льду на какой-то там, на коньке на каком-то, да, провалился. Так вот, будьте осторожны. Где тонко, там и ломко. Поэтому духи говорят, не рискуйте и будьте или защищены, или подстрахованы максимально в этих отношениях. Хорошо, ну а если здесь все плохо, будет ли у вас все хорошо с другим партнером, да, в другой жизни, в какой-то другой реальности? Давайте смотреть. Ну, здесь выпадает 13-й аркан, трансформация, смерть, невезение. Но до тех пор, пока вы полностью не пройдете вот этот, не закроете этот гештальт, ничего нового не будет начинаться. Поэтому вам здесь, знаете, как вам нужно закрыть дверь в эти отношения, чтобы войти в новые отношения. Да, теоретически, ну, когда, знаете, аркан смерть, потом аркан умеренность, потом аркан дьявол, потом аркан башня, а потом 17-я звезда, да, надежда есть. Но смерть, она о чем? Смерть, она о том, что нужно будет только если ты оставишь это. Но а для того, чтобы это оставить, из этого еще надо грамотно выйти. Понимаете? А выходить вам, скорее всего, придется грамотно, да, то есть закрывая все. Загадывайте, кстати, желание. Да, видите, здесь 16, и это башня, но она как не башня, а река в ад. Или движение, путешествие, трудности и борьба. То есть вам нужно, для того, чтобы встретить нового партнера, да, в перспективе, вам нужно пройти вот эту реку Стикс, да. Но, то есть пережить очень серьезное испытание при выходе из этого и сохранить свою целостность, да, вот король сосудов это, ну, король это может быть там, допустим, мужчина какой-то, да, теоретически, ну, а сам король это ваша целостность, да, поэтому вам
ну, это потрясение, да, оно вот он, хаос зародился, а река Ват, она вот. Поэтому вам это нужно пережить просто еще. Ну и смотрите, как толкатель цветов, сила, справедливость и мощь, да. Да, такой будет обязательно, который затолкнет вам букет цветов в то самое нужное, да, прекрасное место, где цветы долго хранятся и издают особые ароматы, да, такие эдемского сада. Да, такое будет, но прежде чем цветы появятся в самом нужном месте, вот эти две карты вам придется прожить. А мало того, чтобы их прожить, еще нужно будет о них там и забыть, и убрать все, что с этим связано. Поэтому прежде всего нужно будет подстраховываться со всех сторон. И в материальном аспекте, и в физическом аспекте, и в энергетическом аспекте, вот эта карта, да, и в криминальном даже где-то нужно быть подстрахованным. И прожив вот эту вот это невероятное приключение, которое он вам готовит, а он вам готовит это невероятное приключение. Вот он, рыцарь, здесь приключение, волнение и движение. Только после этого, когда вы выйдете, закроете двери, никогда больше не вспомните эти приключения, ну, появится дно как 11, толкатель цветов. Ну, в этой колоде это сила, страсть, поэтому появится новая страсть, но которая мы будем с вами надеяться, что будет намного более-менее, да, скажем, менее драматичная и менее мистическая и более натуральная, поскольку, смотрите, он хорошо толкает цветы, заталкивает их, да, и тот человек, который получает эти цветы, он не стремится убежать, да, поэтому следующие отношения будут гораздо более естественными и чистыми. А я желаю вам найти свой эдемский сад, в котором вы встретите того самого партнера, с которым толкать друг другу цветы в вазы, да и не только в вазы. У вас будет получаться с огромным удовольствием. Все это будет происходить естественно, и вам не нужно будет проходить больше 13-й аркан и 16-й аркан под названием «Река в ад». Возвращайтесь из ада в эдемский сад, и да пребудет с вами радость цветов і їх толкання друг другу. Світла вам вашому Всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та Всесвіти, які оточують вас, і не забувайте допомагати силам світла, нищити сили темряви, які пруть на світ, самі знаєте звідки. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.